Чем ближе к сентябрю, тем больше вполне оправданных опасений о мобилизации. Государству нужны люди на фронте, это факт. При этом людей за деньги идет меньше, чем государству хотелось бы. А значит, оно совершенно точно будет хватать граждан помимо их воли. По рынку аренды в Ереване, по чатам о релокации, мы четко видим, что люди нервничают и смазывают лыжи, чтобы переждать пару месяцев после выборов в каком-нибудь безопасном месте. И правильно делают. Вопрос не в том, будет ли мобилизация. Вопрос в том, как она будет выглядеть. И кажется, мы теперь догадываемся, как именно. О чем сегодня и поговорим. Прежде чем погрузимся в тему, напомню, у нас по ссылке в описании доступен очень удобный гайд, как обойти блокировки интернета российские. Нашу работу над этим гайдом спонсирует сервис MaxSwap. Он выпускает криптовалютные виртуальные карты, которыми можно пользоваться за границей, как обычными, через Apple Pay или Google Pay. Когда мы смотрим на то, что началось с Пензы и теперь довольно бодро раскатывается по остальным регионам, то узнаем наше родное государство во всей его красе. Государство, когда надо, высоко ценит инициативу на местах. Как в ковидные времена не существовало никакой федеральной политики ни по какому карантину, ни по вакцинации, ни почему. Так, кажется, не будет и никакой единой мобилизации тоже. Мобилизация в каждом регионе будет, видимо, своя. Вид и форма всецело будут зависеть от фантазии каждого конкретного губернатора. Действительно, в размышлениях, когда и как и в каком формате Путин объявит вторую волну мобилизации, многие упустили из вида важное обстоятельство. Объявлять-то ее не надо вовсе. Достаточно просто спустить губернаторам задачу. Выдайте вот энное количество людей. Каким именно образом? Да хоть сами нарожайте. Без разницы абсолютно. Не придумайте, где и как найти новых солдат на войну. Так будете гуглить, как правильно входить в хату. Места в Лефортово хватит на всех. Таким образом решаются сразу все задачи. Во-первых, не нужно выдумывать никакого общего формата. Каждый регион, с учетом своих особенностей, социального состава населения, местных обычаев, наличия или отсутствия лишних денег, сам будет соображать, как эффективнее всего нагрести людей. Во-вторых, что гораздо важнее, какую бы жесть ни творили в регионах, выполняя план по добыче людей, это будет проблема регионов. Не по всей России людей винтят и распихивают по автобусам, а людей винтят конкретно в Пензенской, Свердловской или Владимирской областях, неважно в каких. Люди, понятно, недовольны, разгорается большой скандал, но скандал местного значения. Ведь во Владимирской области крутят, а в Московской нет. Всюду будут свои методы. Всюду люди начнут жаловаться на разное. Ровно как в ковид. В двух соседних областях противоэпидемиологическая политика могла отличаться до противоположной. Вследствие чего любое недовольство, любые протесты носили исключительно локальный характер. Недовольство владельцев закрытых ресторанов в Челябинской области не особо откликалось у рестораторов в Свердловской, где ограничения сняли раньше. Вот и сейчас, похоже, планируется то же самое. Скажем, в Москве денег за подписание контракта станут платить просто вдвое больше. В Пензе начнут заламывать людей на улице. Где-нибудь в Краснодарском крае менты будут шерстить своих подопечных. Судимых, пьющих, одиноких граждан, которых можно запугать протоколом, из-за которых некому заступиться. В Татарстане, например, план по набору новых солдат скинут на частные полубандитские рекрутерские компании и дадут им полный карт-бланш. Делегируют ответственность частникам. В каждом регионе будет происходить что-то свое. Где-то прям жесть дальше некуда, а где-то почти ничего. В одной деревне всех мужчин поголовно хватают, а в точно такой же деревне в соседней области о подобном и слыхом не слыхивали. Очень эффективная политика. Общероссийской мобилизации как бы и нет. Есть 85 отдельных мобилизаций. И каждая персональная головная боль отдельного губернатора. Каждая беда отдельного региона. Да, соцсети будут просто полыхать. Люди будут очень недовольны. Но все по разным поводам. Жители Казани и Уфы не смогут свой протест и недовольство объединить, ведь проблемы у них будут разные. При этом житель каждого региона сможет спокойно себя убедить, что с ним такого, как в соседнем регионе, не случится. Я ведь в Московской области, а не в Пензенской. Значит, меня не свинтят. Чё мне всем этим теперь интересоваться? У нас скупают, а я не продаюсь. Так что живу, будто ничего и не случилось. А чего там у них в Пензе, это их дела. Мозг будет каждый раз находить причины, почему именно меня это никак не коснется, чтобы не беспокоиться лишний раз.
Кажется, что все это идеальная стратегия. И тут важно обсудить, на кого такая беда обрушится в первую очередь. Кто станет приоритетной целью той самой мобилизации без мобилизации. Главное, что мы узнали за 4,5 года войны, в России очень много людей, которые каким-то образом дожили до 30 и 40 лет, научились бриться, завели даже семью, нашли работу и внешне напоминают взрослых граждан. Но при этом ничего не знают о стране, в которой живут. Мы их часто наблюдаем в Z-каналах. Они каждый раз, как в первый, изумляются. Ой, неужели государство у нас коррумпированное? Неужели на войне воруют все, кто может, и тащат все, что не приколочено? Неужели выборы у нас нечестные? Как это так? Берут и снимают кандидатов. Неужели статус иноагента не имеет отношения никакого к работе на заграничных врагов, а выдается произвольно? Чем дальше читаешь подобные рассуждения, тем сложнее как-то однозначно их оценивать. С одной стороны, люди стали задумываться о том, что нужны институты, нужна политическая конкуренция, дискуссия в парламенте. О том, что единоличная власть разлагает страну. С другой стороны, всякий раз думаешь, вы, граждане, к нам откуда вообще прилетели? Как крепко вы спали последние 25 лет, что сейчас задаетесь всеми этими вопросами? Только лишь Z-каналами дело, конечно, и близко не ограничивается. Те россияне, которые в 22 году послушно пошли по повестке сверять данные в военкомат, были точно такие же, только не людоедских взглядов, но обычные люди. Много тех, кто будто бы только что очнулся, среди них был. Только на собственном горьком опыте обнаружил, что государство российское умеет обманывать и каждый раз стремится именно к этому. Люди, которые четверть века провели в блаженном забытии, которые не знают своих прав, не знают, как государство работает, но верят в его авторитет, именно они станут главными жертвами вот такой вот скрытой мобилизации. Как устроен сам механизм, скажем после рекламы. 2 года успешной борьбы с блокировками, тысячи положительных отзывов и сотни тысяч довольных клиентов. Это все показатели Дурев VPN. В честь своего дня рождения сервис предлагает моим зрителям скидку до 70%. Но только с 22 по 26 августа. Поэтому, если вы подыскивали подходящий VPN, вот отличный повод его поставить. Дурев VPN – это стабильный и проверенный сервис, что доказано многочисленными чекерами. Дурев обходит любые блокировки и белые списки. Не просто открывает нужные сайты, а маскирует весь трафик так, чтобы провайдер вообще не замечал использование VPN. Тот запускается одной кнопкой, автоподключение сервера всегда стабильные, при этом устанавливается Дурев буквально за пару минут, и одного аккаунта хватит на все устройства. А если вы пригласите друзей по своей реферальной ссылке, то сможете заработать деньги или бесплатные дни. На все вопросы с радостью ответит круглосуточная техподдержка. Так что забирайте скидку до 70% от проверенного Дурев VPN, а если еще ввести мой промокод 20CATS, то получите скидку в 20% сверху. Скидки суммируются и выходят максимально выгодно. Такие акции у сервиса лишь раз в год, поэтому ловите момент. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Да, ее немало, но это позволяет каналу оставаться независимым, говорить то, что мы хотим и считаем нужным. Продолжаем. Мы говорили о том, что мобилизация в России пройдет скрытая. Как это происходит сейчас? Человека задерживают по какой-нибудь вздорной административной статье, например, 2020 за распитие алкоголя на улице. Статья совершенно ерундовая. Штраф по ней от 500 до 1500 рублей, даже 15 суток нет. Неправильно запарковаться в Москве выйдет дороже. Но теперь задержание по этой статье – повод привести человека в отдел полиции, запугать и склонить к подписанию контракта. Для тех из нас, кого винтили на митингах, кто сидел в спецприемниках, кто был активно вовлечен в политику и учился отстаивать свои права даже в очень жестких условиях, такая ситуация выглядит как полное безумие. Как кого-то можно запугать 500-рублевой административкой? Да еще так, чтобы он на фронт, отправился по контракту. Но оказывается, можно. Оказывается, есть достаточное количество людей, на которых авторитет полицейской формы, задержание, обстановка в участке давит настолько, что они теряют самообладание и готовы подписать что угодно. Ведь того от них требует государство. Многие люди никогда не интересовались политикой, не пытались понять, как российское государство устроено. Им не приходилось выяснять,
как правильно от него отбиваться, если оно решило тебя свинтить и отправить на убой. Именно эта категория самая уязвимая. Граждане, которые государству верят, для которых авторитет государства что-то значит. Они, с одной стороны, не опасаются полиции, не думают, что та причинит им зло. А с другой стороны, когда полиция зло им причиняет, они теряют самообладание и ощущают себя абсолютно беспомощными. По большому счету, это в целом здоровое поведение гражданина. Общество так устроено. Люди подчиняются государству просто потому, что оно государство. Без этой базы, без лояльного и законопослушного большинства, ни одна страна существовать не сможет. Но в нашем случае такое поведение становится самоубийственным. В нашем случае государство будет использовать лояльность как оружие. Главный вывод, который точно сделала система после мобилизации осенью 2022 года, такой. За теми, кто встал в очередь на Верхнем Ларсе и взорвал рынок аренды в Ереване, сложно угнаться будет. Те, кто читает новости, смотрит политический YouTube, кто интересуется, как работает это государство, кто ждет от него подвоха, они все равно разбегутся и попрячутся. Из тех, кто понимает, что это за война, кто видел посмертную статистику медиазоны, кто понимает, что уехать на войну — это билет в один конец, из таких людей получается плохой мобилизационный ресурс. Но зачем гоняться за теми, кто убегает, и винтить тех, кто сопротивляется? Если можно целенаправленно охотиться за теми, кто подпишет что угодно, только бы дяденька-милиционер на него не ругался. Таких людей нет в нашем политическом пузыре. Но на улице-то их полно. Полно взрослых мужиков, которые с точки зрения гражданского опыта малые дети. Которые не станут разбираться, за что их задержали и что им может грозить. Которые не будут звонить юристам и правозащитникам, а просто подпишут, что сказано. И все. По всему пока кажется, что именно такая мобилизация нас ждет. Не выходит никакой Путин и ничего не объявляет. Нет никакого верховного приказа и никаких параметров этого приказа. Просто на регионы спускается план, каждый сам соображает, как его выполнять. Но все смотрят друг на друга, четко выцеливают именно таких. Именно тех, кого винтить толком и не нужно, кому административного задержания хватит с головой. Если все будет именно так, если пензенский сценарий раскатают на всю страну, то самым важным, как никогда важным, при такой скрытой мобилизации станет информирование и просвещение. Когда государство начинает хитрить, когда мобилизации вроде как нет, но на самом деле она вовсю идет, интерес к политике и информированность становится главным фактором выживания. В такой мобилизации на фронт не попадут ровно те, кто знает, что может туда попасть. Те, кто знает, никакой штраф, никакие крики и вопли ментов, никакой административный арест, ничто из привычного арсенала государства даже на 1% не так плохо, как оказаться в яме где-то возле Малой Токмачки. Мобилизации смогут избежать те, кто знает, что она идет. Кто понимает, если сегодня такое происходит в Пензенской области, то завтра оно будет происходить по всей стране. Не уедут на войну те, кто внимательно следит за происходящим в его собственном регионе. Выясняет, какая технология принята в конкретной местности. Кто ловит, что шьют, как обманывают, как запугивают. Кто будет все знать в деталях, тот сможет защитить себя. Наша тут задача – делать круг тех, кто знает, как можно шире. Разговаривать, объяснять, спорить, доказывать. Зрителям, читателям, друзьям, родным. Задача наша, как активной части общества, не позволить скрытой мобилизации оставаться скрытой. Чем больше огласки, чем больше скандалов, тем сложнее будет ее проводить. Тем меньше останется людей, которые предпочтут умереть, но не спорить с полицией. Если во время первой волны мобилизации, которая была явной и открытой, задачей было спасать себя, то теперь она другая. Те, кто уже научился спасать себя, должен помочь товарищу. Должны объяснить отцу, брату, коллеге, которые новостей не читают, что происходит и какая опасность им грозит. Объяснить независимо от их взглядов. Даже если они трижды за Путина, трижды за войну, все равно объяснить. Как и где их могут свинтить, как будут уговаривать, чем угрожать. Если мы не ошибаемся и мобилизацию проведут именно так, через скрытое выдергивание наивных граждан, то зрители нашего канала тут не главная целевая аудитория, и пострадают они меньше других. Вы сложные пассажиры. Вы будете убегать, кричать и отбиваться.
Государство вспотеет за вами бегать. Если все так, то совет простой. За всеми, кого вы знаете, с кем можете поговорить, кого убедить, государство тоже должно устать бегать. А чтобы нам было удобнее информировать других, присылайте нам все детали про мобилизацию. Если вы что-то знаете и видели, о чем-то в курсе, по работе или там по другим причинам, пришлите это нам. Мы специально сделали инфраструктуру, чтобы нам можно было присылать анонимную информацию. Это ссылка в описании. Особенно хороши аудиозаписи. Если вы в какой-то аудитории, то запишите, как вас пытаются заманить на фронт. А мы это покажем остальным. Если вы можете записать разговор 1 на 1 или планирование какое-то, пришлите нам его, а мы его превратим в ролик, а вас не выдадим. Наш канал часто сообщает первым о новых способах обмана россиян с целью заманить их на фронт. И делаем мы это именно благодаря нашим зрителям, которые есть везде и своевременно нас информируют. Помешать сейчас заманить на эту безумную, бессмысленную войну даже одного человека – лучший акт патриотизма, который можно сделать в сегодняшней России. Спасти даже одного, сделать так, чтобы даже один не погиб сам и не стрелял в других. А с помощью вашей информации нам, может быть, удастся спасти десятки тысяч. До завтра.